Как всегда, большой сварочный стенд компании Delta Swar. Молодцы ребята. У них оборудование куча. Чего у них только нет. Да мне кажется, у них есть все. Автоматизация, роботизация, контактная сварка. Тем они и нравятся. Delta Swar. Вращатели ProArt. Вот такая вот штука у нас интересная. Такие сварочные швы красивые. Умеют. Молодцы. Сварочное оборудование Мегмит. Офигительно у них стенд. Большой. Молодцы. Много знакомых людей. Тут у нас сварка, роботы. Говорят, что одно из лучших сварочных оборудований из Китая. Не знаю, так ли оно на самом деле. Сварочные маски Uptrail. Легендарная. У меня у самого Crystal 2.0. Офигительная маска. Uptrail мне нравится. Классный стенд, молодцы. Центр сварки Красноярск. Крутая компания. Жидкость сварочная. Маски Uptrail. У них гипертерма много. Они раньше продавали его больше всех на свете. Да и сейчас, наверное, продают также. Плазменная резка. Свой бренд SMP Technics. Стенд большой, информативный. Новые источники. Молодцы ребята. Центр сварки. Компания Абразив Эксперт, Weld Эксперт, EVM Rus. Я уже запутался в названиях. В общем, EVM тут. Сварочное оборудование. Все новинки по сварочному оборудованию EVM. Все тут. Крутейший у них стенд. Мне у них демонстраторы нравятся. Классно показывают сварку. Что у них там? EVM, Fanuc, Uptrail, Esva. Weld Expert. Компания Vector Group. Тоже интересный у них стенд. Очень много сварки. Так. Тут коллеги из Рутектора передают привет. Самые лучшие коллеги, самые лучшие менеджеры и специалисты. Вернемся к Vector Group. У них шпилечники, металлообработка, сварка, контактная сварка, роботизированная сварка. Стенд большой, интересный. Мне эта компания нравится. Специалисты работают. Компания Magma Weld. Самые лучшие сварочные материалы из Турции. Большой стенд. Тут у нас оборудование у них. Опаньки, это я. Тут у них вытяжка. Эту вытяжку я видел на выставке. Минск. Молодцы. Гигантский стенд. Самые лучшие сварочные материалы из Турции. У них есть сварочные бочки, электроды, оборудование. Кстати, у них недавно, по-моему, открылся завод в Санкт-Петербурге по изготовлению сварочной проволоки, порошковой и электродов. Вот у них оборудование. Чуть подальше встану. Вот так вот. Magma Weld. Красавчики.
Компания Аврора. Сварочное оборудование Риланд, Аврора. Большой стенд у них. Молодцы ребята. ЕВМ тоже также у них есть. Сварочные маски Аврора. Крутые. В своем сегменте они молодцы. И видео у них хорошие, и команда у них классная, технические специалисты. Хорошее качественное оборудование, дешевый сегмент, но выполняет свои функции. Это самое главное. Легендарное сварочное оборудование Чебора. Собрались самые лучшие специалисты. Иван Тиктула. Сварочное оборудование Чебора. Молодцы ребята. Еще раз, Там вот Александр у нас вдалеке. Его не видно, за баллоном спрятался. Вот. Какие у нас тут новинки? По новинкам не знаю, я чуть позже к ним подойду, посмотрю. Это у нас алюминий. Блин, офигительно все сварено. Красавчики. Чебора радует. Молодцы. Молодцы. Стенд компании Рутектор. Контактная сварка представлена. Клещи. Таль-балансиры. Машина контактной сварки. Вот она, Текна. А вот они, сварочные маски Текна. Легендарные. Я много времени уделил этим сварочным маскам. Компания Рутектор. Также у них спреи из силиконе, сварочное оборудование ЧИЭ. Крутые обзоры снимают. Молодцы. Также у нас представлена химия. Это силиконе. Специалисты компании Рутектор в прямом эфире. Приходите к нам на стенд. Будем рады показать оборудование в работе, рассказать о новинках. Сварочное оборудование Тайер, сварочные материалы. Большой стенд, молодцы. Тут у нас кубак. Как всегда, вся линейка. Полуавтоматы, аргонники, маски, расходка. Ну, хотя раньше у них гораздо больше был стенд. И самое интересное, технологический центр Тена. Это официальный дистрибьютор Фрониуса в России. Они привезли турецкое оборудование. Не только турецкое, есть и российское. Чуть попозже сниму полный обзор по этому оборудованию. Это новинка на этой выставке и в России. Оборудование достойное, оборудование офигительное. Доработано со специалистами Тена, с Фрониуса. У них есть все. Аргонники, полуавтоматы, ручники, сварка под флюсом, роботизация, автоматизация. Ну и, конечно же, Гроверс. Куда без Гроверса? В России они занимают лидирующие позиции, продают очень много. У них тут и новинки представлены. Ну, оборудование. Молодцы ребята. Гроверс развивается. Достойное оборудование. У них и сварочные маски есть немножко, и проволока. А это сварочная проволока Дека. Как и российское производство, так и возят из Китая. Есть полированная сварочная проволока, есть объединенка, также различная сварочная химия. Молодцы, у них большой стенд. Завод есть в Санкт-Петербурге по именно полированной сварочной проволоке. Ну, давайте посмотрим поближе. Есть много сертификатов НАКС. Это у нас полировка, это у нас объединенка. Все расписано. Большие склады по всей России. Также расходка есть, все как обычно. Сварочная проволока Дека.
Чем они примечательны? Они постоянно на выставках этот воздушный шар используют. Векпром. Алтай оборудование. Каретки. А у них много что есть. Большая компания. Сварочная проволока Оливер, Республика Беларусь. Только недавно там был в командировке на выставке профсварка. Большая компания. У них много новинок. Также у них есть аналог LB52U. Отечественный производитель. Сварочную бочку вытащили. Welding Group Самара, Волга, Энергопром. Тут какой-то трактор большой, гигантский. Тут прям спецтехника, все как надо. Lincoln Electric. Ну, они официальные представители. Много его продают по России. Один из самых больших стендов на этой выставке. Ух ты, сварочные агрегаты. Welding Group Самара. Вот там генеральный директор Кемпи Евгения Дмитриева. Бывший. Теперь она работает в ВТС Энерго. Вариант А. Отечественное оборудование Неон. В принципе, у них все как обычно. Хотя вот какие-то новинки есть. Сварочные роботы. Я их видел в Минске на выставке. Источники Мигмит. Сварочное оборудование Элой. В этот раз у них большой стенд. Есть новинки по оборудованию. Ну, как все выглядит красиво, офигительно. АСДС по-современному, по-европейскому. Ух ты, вот это молодцы. Можно посмотреть внутрянку сразу же, как все сделано. Интересно, чьи комплектующие? Ну, хотя, скорее всего, комплектующие отечественные. А может и нет. Сделано в России. Значит, российские. Молодцы. Большой стенд Косталин. Многие думали, что они ушли, но они тут. Сварочные материалы. Ух ты, даже бочки есть. А это сварочное оборудование Форсаж. Легенда. Ну, новинок я пока не вижу. Вроде бы все старое. Отечественный производитель.